Работа? Ну, точнее, подберет для нас это дело все Яндекс.Музыка. Блин, все равно так. Окей. Хорошо. Так. А погоди. Эм, О, привет, Гудзон, здорово.
Здравствуй, Радвить. О. О, ёбаный рот. Так. Итак. Так, короче, какие дела обстоят? Сейчас я буду планировать конкретное создание игры. Не из-за тебя теперь концепция игр по утрам в голову лезут. Ну, прикольно. Это хорошо. Так, короче, смотри. Я пока отложу обучение на Unity, ну, на задний план, или буду смотреть какие-то конкретные темы, которые мне будут супер интересны, которые будут касаться конкретно вот моей игры. Вот этого я буду смотреть. Сейчас же мне нужно попробовать создать игру, ну или какой-то типа там, не знаю, прототип до 12 числа. Почему до 12 числа? Да? Потому что 12 числа будет вот такая вот тема. Федеральный форум в цифровой алмаз состоится 12-13 ноября. Вот, не знаю. Может, чисто в плане засветиться, чисто в плане может показаться. Такое. Привет, Джеймс Бом. Здорово, здорово. О, спасибо за фоллоу. Большое спасибо. Так. Что конкретно написали вот по этому съезду, по этому форуму? Короче, сказали вот что. Короче, 12 ноября с 2 часов будет питч-сессия видеоигровых проектов. Во. Якутии. При этом можно попробовать все игры на ПК там же. 13 ноября 15:30 будет деловая сессия по развитию видеоигровой индустрии, куда тоже всех приглашаем. Для прохода на форум, ну, типа, надо зарегаться там туда-сюда, но, короче, там будет эксперты из Tencent Games, короче, Tencent будут, и Astrum, то есть Atomic Heart, и Game Forest какой-то. Такая тема. Ну и со всеми можно будет не с ними пообщаться, типа такая штука. Еще 12 ноября это вообще что? Погоди-ка. Спасибо, Джеймс Бон. Да, дела хорошо. Еду приготовил. Вот, сижу свободный.
Домохозяин я. Так. Домохозяин. Так, короче, еще пройдет какая-то полезная лекция для разработчиков по интеллектуальной собственности. А? То это вот цифровой алмаз называется. Но это, скорее всего, выходные. Не думаю, что в середине недели захерачить такие мероприятия. 13 ноября. Блин, календарь. Так, сейчас у нас 7 ноября. Ага! Блин, ну круто, да, это середина недели, оказывается. Я еще думаю, блядь, как-то не сходится. Сейчас 7 ноября, и как это на выходные, это же не... Ну, оказывается, 12-13. Пиздец, блядь. Блин. Надо будет подумать насчет этого. Ну все, короче. Давайте думать над игрой. Наверное, не стоит тогда делать не то чтобы сатанинскую игру, а конкретно сатанинскую не надо делать. То есть прям атрибутику сатанизма убрать, наверное. Ну именно, блин, знаешь как? Может как-то... Блин, надо подумать. Знак сатанизма, мне кажется, может дохуя кого оскорбить, опять же. Ну и потом слишком, ну, явные, типа, такие эти... Ставить не стоит, наверное. Так. Может быть... оккультные знаки. Типа чисто, знаешь, что какой-то смысл был. Ну, такой небольшой. Чтоб люди такие посмотрели, такие, нихера себе. А я думал, это просто логотип Blood Rain.
Оказывается, это какой-то оккультный знак. Блок Сафур. Какой-то. Кокаин. Кальций. Магнит. Железо. Копр. Так, погодите-ка. Блять. Я, короче, у этого университета спросил, подскажи мне какой-нибудь оккультный знак, связанный с весельем. Он мне предложил первое солнце, второе это пентаграмма и третье маска, ну типа венецианского карнавала. Насчет солнца пиздец как не уверен, нахуй. Это, ну, по-моему, не очень хорошая идея. И, скорее всего, после этого у меня будет среди моих игроков слишком много украинцев, и они попросят меня добавить в игру украинский язык. Ну, если вы понимаете, о чем я.
Так, ну хуй знает. Ну бля, пентаграмму говорит, делай. Да. По поводу ее Хогвартса. Блин, надо, короче, переосмыслить эту пентаграмму как-то. Давайте сделаем как-то. Пом-пом. Он никогда не встает прямо, да? Ну, теперь это выглядит не... Ну, может и злобно, но не так, как это было изначально. Да, по сути, это пентаграмма, но не пентаграмма. Как бы пентаграмму оставили, и при этом...
Как бы еще изменить? Покупач, здорово. Хе-хе-хе. Ну такой. Хочется сделать такое дерьмо, которое, знаете, понравится впечатлительным людям, которые потом будут видосики на ютубе делать. Если присмотреться, то это пентаграмма сатанистов. И будут строить всякие разные странные видосики, теории. Вот это забавная херня была бы. Да. Я первый запретил разоблачение. Я тогда сидел на его стриме. И знаете что?
Я вам скажу, как это было на самом деле. Эх. С вами Гудзон ТВ. Да. Новости дна. А может еще, знаете, пересмотреть вообще. Знаете, что пересмотреть? Цвета, чтобы вообще сбить внимание нахуй жестко. Но сам зловещий смысл довольно-таки оставить. Ну... А. Или красный ставить. Не, красный все-таки такой цвет. Это прям... Другой цвет вообще не вижу. Ну, типа... Стоит там такая херня. Да. Черт побери, ты больной секонд-сэн. Ты сделал игру про сатанистов. Нахер так делает? Нахер. Эта игра будет запрещена. О, здорово, Джелос. Чё там? Игру пришел показать? Да и... Чё, про чё игра? Про сатанистов. В смысле? Ну, типа... Не, ну вообще не сатанисты, но там типа не сатанисты. А, очень интересно. Давай, давай. Блять. Так.
Так. Угу. Ладно. Так. Давайте-ка типа делать з ГДД типа получается 3840 на 2000. Угу. Так сказать, презентацию. Или не презентацию, скорее такое. Так, дайте название для игры. Сейчас придумаю. Давайте это поназову. Фан-культ. Или культ веселья. Так. Пук-пук-пук. Так. Бля. Прикиньте, короче, такая же тема появилась.
Маркировки в виде игрового контента. Jesus. Так. Типа это обязательная тема. Здорово, Фрид. Фукульт. 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 Фу. Я из Питера. Фу. Ты чё скулишь? Кто скулит? У меня в комнате собаки нет. Никто не скулит. Может, это ты скулишь, но? Чё, сука? Так. Ща. Маркировки. Так. Блин, как-то я неправильно закинул. Маркировка. Так. Трах. Так, жестокость, страх. Ну, если там секс. Конкретно секса нет, но женщина беременная ходит. Как бы, ну, может быть, между строк где-то будет происходить секс. Ну, то есть это как бы поймут только не девственники и люди, которые прошли половое образование, так сказать. Так она от сатаны же не считается. Какая сатана? У меня нет сатаны в игре. У меня в игре есть только веселье. Культ веселья, ёпта. Сквернословие. Отцы троих детей? Не думаю. Хотя, может быть, там будет многодетная женщина. Ну, блин. Хочу как-то вот сделать херню на уровне, знаете, чего? Симов из Симса. Они ж там вообще не умеют базарить. А так просто. Ну, там понятно, что вообще они говорят. Просто облачка выходят, там типа что-нибудь там пожрать, посрать. Всякое такое. Но не думаю, что там прям сквернословие такое. Быть может. То есть, я думаю, сквернословием не будет считаться такой момент, что, например, полицейский бежит такой, и он такой ногой падает в капкан, и вторым, точнее вот падает в капкан, потом второе лицо падает на второй капкан, и у него нет колена и лица, и второй полицейский, когда это увидел, он типа закричал там, ну и тут сверху какие-то такие, типа, знаешь, иероглифы. Ну, по типу такого. Я думаю, это будет нормально. То есть это как бы не сквернословие. Хотя уже наличие того, что там есть секс, например. Это что за срань иконки? Это маркировка видеоигрового контента.
Скачайте сюжетные дескрипторы, промаркируйте ими свои игры. Есть как минимум 3 причин, почему это полезно для разработчиков. Игроки сразу увидят, есть ли в вашей игре неподходящий для них контент. Это поможет сформировать прозрачные и доверительные отношения с вашей аудиторией. Чуть такие баги. Я как дизайнер говорю. Да. Честность пользователя позволит вам снизить или полностью исключить жалобы на то, что в игре есть что-то нежелательное. Да блин, так. Вы обезопасите себя от возможных юридических претензий со стороны регулирующих органов. Ну, короче. Dark секс это тоже веселье. Ну, типа, да. Не орели такие себе. Ну. Не, ну главное понятно, что. Со своей задачей не справляется. Блять, а я же могу просто вот так вот нажать. Рот того ебал. Че я сижу, выбираю? Стандартный международный норм. В общем, Уроксикоту не нравится все русское. А вот международное, блин, там Европа, блин, там Америка, надо. Так, сейчас, подождите. Ну это я шучу, конечно. Сейчас я... Description markers for games. Такое есть вообще? Game markers, board game markers. Бля, вообще не то. Маркировку виде игрового контента. Ну да. А ладно, короче, знаете что? Так. Будет ли алкоголь и курение? Что, кто-то ни разу не видел игровые маркеры? Да не, почему все видели, я думаю. Просто я не помню, какие они были. О. Обзор маркировок компьютерных игр в разных странах. Япония. О, вот оно. Все, от души спасибо. Adults only, mature. Игры с этой категории содержат контент, который, по мнению СРБ, в целом подходит для возраста 13 лет. Так что, допустим, контент последнего возраста. Короче, ребята, представим, что вы ЕСРБ. Ребята, вы ЕСРБ. И я вам сейчас дам описание игры. Я вам дам сейчас описание игры. Игра про культ. Про культ веселья. Которая занимается обрядом по рождению
кровавого бога. Не кровавого бога, а бога веселья. Но чтобы он, типа, родился таким, каким он должен быть, нужно наполнить цистерну жертвами. Пожертвование сделать нужно. Вот. И чтобы это пожертвование делать, нужно убивать животных. Ну, может еще убивать людей. Да. Потом можно из людей делать одержимых людей, которые одержимы демонами, и они будут идти убивать представителей правопорядка, которые атакуют вашу ферму. И вы смотрите через камеру наблюдения о том, как, ну, например, на первой камере у нас будет установлено наблюдение за полицейскими. Ну, там представим, что у нас есть крот в полицейском участке, есть послушник нашего культа веселья в этом полицейском участке. И он установил скрытые камеры, которые нам показывают видеоряд, например, из гаража полицейского участка или из комнаты брифинга, и мы видим, что они на каком этапе находятся. То есть у них идет расследование или еще что. А потом, если они догадываются, что вообще происходит, там прочее, там, например, выезжает наряд, там, типа, вот машина готовится, они там, типа, экипируются, садятся в машину, и потом они едут, и, в общем, типа, такое. Стесняюсь спросить, ты игру-то сделал или рисуешь третий день? Как я тебе эту игру быстро так сделаю? Я не третий день рисую. Я вообще, типа, то Fortnite играл, то еще что. Но сейчас вот буду делать эту игру. Вчера пахал. Ну, я понял. Но вчера поиграл в Fortnite с сыном на стриме. Потом сел, типа, учиться, и сразу жестко усталость напала. Где-то последние 3 дня поздно заканчивал стрим, поэтому, короче, офнул. До хера в шашках сделал. Нифига. Так. Тут мы, например, будем видеть, как на каком стадии проходит обряд, ритуал. А тут, например, лес. И как вот по лесу бегут полицейские. И их встречают наши сильные послушники, одержимые демонами или типа того. И сражаются с ними. Есть, of course, my big brother. Есть только 3D коллизии, которая при перекрытии нахер тебя шлют. Ну вот такая вот игра. Я думаю,
геймлуп можно вообще хорошо так довести до ума. Узнал про блендерские настройки, что для экспорта, чтоб коллизии и так далее автоматом ставились. Нихера себе. Прикольно. Ауч. Блин, почему нет? Синяк. И вообще всю архитектуру по-новому делаю, хоть немного на человеческий вид похож. Да. Будет классно глянуть на это. Как это все будет выглядеть. Так, ща. Я подумаю. Ну, нормально. Да, много гейм-дизайнерских вопросов, но делаю как делаю, пока что а-ля реаль будет. Понял. Надо будет насчет тогда этих вопросов созвониться. Ну, я представляю, да, типа, какое положение у камеры будет, как будет установлен интерфейс. Какие фичи еще добавить в связи с переносом 3D. Будет ли меняться камера при тех или иных обстоятельствах. Но мне кажется, что камера, она должна быть такой, какой вот была, как задумалась, типа сверху вниз, но из-за того, что это 3D, скорее всего, она будет, ну, чуть под углом, типа, знаешь, так. И каждый раз это должно быть в пользу играющего, то есть не так, чтобы вот одна камера и все, и пиздец, а так, чтобы, ну, каждому игроку, чтобы было удобно, а не одному игроку, чтобы было удобно. Типа... Короче, добиться того, что вот, типа, вот. Ты как будто от первого лица смотришь. Под все до 3D. Ну, типа, да, ну. Красивее бы сделал.
Угу. Окей. Ну так чё? Какого возраста это будет игра? Чё-то мы отвлеклись. В рекламных материалах для игр, которым еще не присвоен окончательный рейтинг, но которые, скорее всего, будут представлены как mature. Likely mature. Wow, likely. Likely. Oh. Ну, вот это как будто подходит, слушай. Легкая нагота и грубый юмор. Ну, maybe. Угу. Кстати, стрим же на удивление в последнее время вообще не отваливается же, да? Нормально, стабильно же стоит, да? А то, как правило, мне все время все отрубалось. Чат Твича отваливается. Cloudflare. Понял. Telegram 2.0. Так. Погодите. Cult of the Lamp. Возрастной рейтинг тут какой? Блин, я, кстати, осознал такой момент, что, оказывается, возрастные ограничения вообще не пишутся на этом, на Steam. Я вдруг понял. А как будто бы должны были бы, да?
Тин. А, ну Тин. Нормально. Ну так у меня тоже Тин получается. Я-то думал, тут, блин, прям, ну, 17 плюс хотя бы. Но не 18, конечно, но 17. Оказывается, Тин. Жестокость. Ну будет ли там страх? Вообще не думаю. Так, они новую шифровку ввели, и Аркен это очень не нравится, и они ломают инет. Скоро как Google придет ультра мега зеленый иск от бессилия, потому что их хваленое оборудование миллиардное нахер идет. Да. Кстати, что по поводу этого победы Трампа скажешь? Как будто бы... Ну, мое мнение такое, что как будто бы вселяет какую-то надежду, что ли. На то, что он напряги поумерится, поменьше их станет, знаешь. Вот в этом плане. А тот Байден, блядь, со своими ебанутыми демократами, хуй пойми, что творили вообще. Ну серьезно, это же пиздец какой-то был. Лютый. Полярно. Сейчас повесточка нахер пойдет вся, но при этом он как обезьяна граната ебанутый. Но типа непредсказуемый, да, типа, имеешь в виду? Ну есть такое, есть такое. Но не думаю, что он прям какую-то ебанутую хуйню сделает внезапно. Да вряд ли. Вместо известного слагаемым будет 4 года неизвестного поведения. Не, ну то, что повестка пойдет нахуй, это уже охуенно. Согласись, это ж вообще пиздато. Супер кайф. Ну да. Но типа в Совете Конгресса там уже все одни республиканцы сидят. Да, сейчас там вся партия республиканцев. Там. Сейчас еще там что начнется. Ну, демократы конкретно хуй соснули жестко. Им сейчас надо типа... Ну, жестко им меняться же надо, по сути. Прям очень сильно. Конкретно поменяться. Так сказать, говорят, пойти на перезагруз. Сменить вообще как все вот это вот
стратегию поведения там прочее. Mozilla уже заявил, что увольняет штат повесточный. Крупные ритейлеры начали чесаться перед НГ, чтобы не выражать повесточку. О, нормально. Нормально. Ну а хули, да. Вот так вот, ебать. Ну это прекрасно, это прекрасно. Но с другой стороны, конечно, сразу же показывают, что как бы не такая уж там и свобода слова, так сказать. Свобода она мнимая. Там Мерканте опять сказал, что Киев в мире более виноват, победит Трамп. Ну понятно. Всегда все виноваты вокруг. Ну да, они так и будут, короче, типа. Ну, они все такие, типа, отчасти, согласись. Что мудаки с Конкорда такую хуйню несли, что чуваки с Unknown 9 тоже. Все они одинаково ноют. Типа, о, вы не наша аудитория, о, это все не для вас, о, вы не поняли, белые токсичные мужланы. Да. С Конкорда они до сих пор не затыкаются. Ну, естественно, 400 лямов проебать. Ты прикинь, блядь, каждое утро просыпаешься с мыслями о том, что ёбаный рот. 400 лямов проебал. Ёбаный рот. А там еще, знаешь, типа, там они варятся в этом ебанутом соку, нахуй. То есть, чел такой думает, блядь, я проживу этот день, не думая о том, что я проебал 400 миллионов. И другой чел такой, типа, из этой же тусовки, он такой, бля, помнишь, как мы охуенно проебали 400 миллионов? А он такой, заебал. Или просто там, типа, челик какой-нибудь в Твиттере ему напишет, да, здорово, хуесос, который проебал 400 лям. И так далее. Ну, это пиздос. Очень тяжело. Очень тяжело. Все чат пишут, какие они молодцы, какую охуенную игру сделали, извиняется перед фанатами, всеми полторами. Да. Нет, там на самом деле больше людей, не полтора, там скажем. Ну, имеется в виду, там может быть какая-то... Ну, сколько там людей сейчас Конкорд играют? Не. Конкорд. Игра. Онлайн. Статс. А, вот, да, Steam Charts. Ща. Конкорд закрыли, да? Бля. Не, ну все равно можно проследить в чарте, я уверен. Сколько народ там играло. Бля, вот самое ебанутое и обидное, кстати, когда я смотрел эту хуйню с выборами. Ну, скорее всего, имеется в виду обидное для Камалы Харрис. Там, когда стало ясно, что она не победит, просто чел вышел такой, сказал, Камала Харрис к вам не выйдет, сорян, извинята. Да. Как бы мы все верим, мы все верили. До последнего конца будем следить за голосами, там что-то. Ну, так хер какой-то вышел, сказал, что она не выйдет, и все. Типа, кино не будет,
Все, ушел. И все такие расходятся нахуй, вот эти вот. Все ушли сразу. Никто даже там не остался, ничего, не это там до победного конца. До проигрышного конца хотя бы. Никто не остался. Сразу, блядь. Как будто бы, знаешь. Я даже, ну, ждали выступления какой-то музыкальной группы, но те сказали, что у них животик болит, и поэтому не выйдут. Они такие все, блин, и ушли. Ебанутые. Это Макала никто зовут никак. Миш, блядь, на тем. Да там же везде, вроде как в Америке, конкретно движение шло по Трампу. Ну и потом политическая стратегия у... Ну не то, что политическая, именно маркетинговая стратегия, я бы сказал даже, у Трампа была такая сильная. Момент такие крутые уловили, так сказать. Этот хуй, который в него стрелял, даже как-то прям сильно поспособствовал тому, чтобы он победил на самом деле. Прям очень сильно поспособствовал. Там же вообще легендарная фотка потом еще вышла. Там вообще пизда. Прям все звезды сложились так, что он там, ну, все по кайфу. Это грустно, смотрите на это говно. Но... Не, ну учитывая, сколько стоила эта игра... Так. 38% из Америки. Америка. Камал сказал, все будет так, как было, и все. И даже демократы уже сказали, бля, нахер надо. Ну да, типа. Ну и потом еще лозунг у Трампа был крутой. Типа, Трамп fix it. Типа, что, ну, что наворотили на демократа, типа, Трамп исправит, типа, республиканцы исправят просто. Fix it. Вообще, ебать. Ну, как ни посмотреть, это, конечно, прям шоу. Фиксик, да. Потом еще у нее команда, ебать, какая стильная у Трампа, ебать. Там, типа... Ну, директор этого UFC там был. Илон Маск, ё-моё. Там еще какие-то другие крутые люди. Ну, это прям... Охуеть, какая поддержка, ебать. Потом еще по интернету гуляет мем по базированности, тренд на базовость. Вот это вот все. Вся вот эта вот политкорректная, типа, трансгендерная хуйня на спаде. У демократов шансов, по сути-то, не было. На самом-то деле. Да уж лучше Байден. Ты еще ебанулся. Байден вообще, блядь. Типа он вообще понимает, где он находится. Он, типа, на планете Земля и так далее. Я вообще не уверен, что у него, ну, сознание какое-то осталось. Он же вообще пиздец. Этот старик, по-моему... Да он вообще, типа, подошел к Трампу, одел его кепку и все. Ну, чел такой. Я, кстати, во время выборов биткоинов накупил. Растет, сука?
Растет. Байден, да, уже маразматик, но он очень великий президент сейчас. Уже, да, пора деду. Великий президент. Да. Он велик тем, что попортил все и все, блядь, что можно было. Продай вовремя. Да, я буду держать его. Я думаю, он еще подрастет. Как хайп сойдет. Ну, у меня полярное мнение. Скажу так, что мне это не нравится, но без плюсов. Но не без плюс. Великий, один из лучших историй по Курии, поймешь. Не, но я в курсе за тот момент, что он, типа, охуеть какой старый. И был помощником чуть ли не у каждого президента США вообще в принципе, типа, на протяжении очень долгого времени он, типа, был в Белом доме и том прочее, но что по итогу-то? Ну, я хз. Как человек, который вообще, ну, не видит, что он делает, там прочее, максимум, что вижу за его деятельность, ну, то, что он... Короче, при нем, блядь, Техас от Соединенных Штатов Америки чуть не отвалился, блядь. При нем эта вот вся байда с Black Lives Matter, бля, разогналась вообще до охуения, до безумия. Начали урезать там, типа, зарплаты полицейским и так далее. Там, короче, конкретно их захуесосили. И вообще начали появляться целые города без поддержки полиции. Ну, не знаю, чё-то как-то... Окей, у него там бэкграунд прикольный, но сам-то он что сделал? Порофлил там, посидел, попердел и попадал с лестницы. Профильный персонаж дохуя, как по мне. В Америке реально проблема вагон, который требует решения. Ну поэтому да, и поэтому Трамп с этим лозунгом «Трамп фиксит» прям очень хорошо, типа, выстрелил. Все как бы, ну, подэтовали. Типа, бля. А ведь реально вокруг не то чтобы пиздец происходит, но косяков дохуя, и надо бы что-то менять к лучшему. Да, у них система это первобытная, неповоротливая, политически им бы не поменять на 100 лет ждать. Бомжи, мигранты, здравоохранение охуевшие. Ну да. Но если так посмотреть на то, что говорит, к примеру, Мэдисон, который там живет, он такой типа, не, ну тут типа заебись и все такое и так далее, но типа хз. Говорит типа, мол, все намного лучше, чем я себе представлял и так далее. Мэдисон при бабках, это да. Это да. Лучше наши игры обсудим, я прям кайфанул. Малый здоров. Да. Вот он реально ходячий сериал. Интересно смотреть, что там у него происходит. А в чё вчера было? Наши игры обсудим. А, XBT что ли что-то? Ну вот XBT не смотрел. Да, посмотрим.
О, ебать. Ну, погнали. Блин, надо же не написать. Хамелеон, здорово, здорово. Рад видеть. Все, Женя написал. Ебать, как все серьезно. Что происходит? Он пришел закапывать своего друга. Здорово. Мишку. Вылезай уже, приехали. Где мы? Где надо? Где тебе больше нравится? Смотри, какое красивое место. Все. Виталя сольником сейчас станет. Ну, копай. Осторожней, не на ботинке. Быстрее. Скоро ж обеденное время. Ну что, все? Готов? Последнее слово. Разработка даже. Я так и знал. Хайнань, Китай. Голубая дыра. Эх, красота. Что еще? Алло. Здорово, братан, некогда объяснять. Ты не представляешь, что эти долбанные разработчики сделали с нашими деньгами. Мы потеряли все, они там такое сотворили, ты не представляешь, короче. Мы в минусе, приезжай, срочно надо разбираться. В минусе. Братан, срочно, срочно. Твою мать. Твою мать. Твою мать. Твою мать. Твою-то мать. Твою мать. Твою мать. Твою мать. Ну. Типа это он своего разработчика убил. Холодрыга. Твою мать. Да ладно, типа прям все настолько плохо. Твою мать. Скетч как будто бы говорит об этом, да ладно. Игры есть. На все деньги. Ну, пошли посмотрим твои игры. Пошли посмотрим, как ты будешь оправдываться. Да легко. Да-да-да, легко. Разбирательство только начинается. Проходите. Угу, проходите. Только не говори, что это оригинал. Конечно, оригинал. Раньше тут Мона Лиза висела. Тоже оригинал, но она нам наскучит. Вы отморозки, зачем? Счастье всем, даром. И пусть никто не уйдет обиженным. Сука.
Что чувствует оператор, просыпаясь в теле робота, далеко от дома на орбите Сатурна? Неужели ему не страшно? Сатурн без Я рад, что ты жалости здесь. к своим гостям. Что чувствуешь ты, зная, что родной планете осталось существовать 3 дня? Ты пытаешься разгадать тайну бедствия, что уничтожит этот мир, но заслуживает ли он спасения? Раз за разом ты умираешь и возвращаешься, не найдя выхода из петли. И вот я снова здесь. Выхожу из капсулы отражения, застрявшей между 2 миров, пожираемых тайнами Сатурна. Но я справлюсь. Ролевая игра. Окей. Какое нафиг счастье всем даром? Ты в каком веке живешь, мальчик? Капитализм? Счастье? Зашибись. А также мрачняк, жестокость, монстры, бесчеловечные опыты, кровь, кишки, распитание. Так. О, нифига. Я наконец-то могу почувствовать хоть в какой-нибудь игре в собственной шкуре себя. Да ладно. Ну да, выглядит прикольно. Окей. О, я уже вижу, как игражуры эту игру сравнят с Катана Зером. Ion Shift. Вот уж не ожидал, что он будет называться Ion Shift. Вообще что-то не ожидал. Странно. Ion Shift. А как он вылетел? А, просто резко. Ну да, АВП. Блин, много космоса что-то. Dr. Hasslinger, congratulations on your arrival. My name is Max. I'm the head of the mission, Mars the New Home, the first interplanetary mission led by artificial... Что-то я не понял. Что-то уже 3-я игра на тему космоса практически. Странно даже. Artificial intelligence. The weather in the landing area allows to immediately start the construction of our base. The temperature at the landing point is minus 25 degrees Celsius, with light snow. Wind speed is 12 meters per second, and the pressure is 756 pascals.
The most reliable way to populate the first Martian colony will be through construction of incubators where human embryos will develop. The necessary infrastructure must be created from scratch by the team of specialists from Earth. That's us. Все с одного конкурса. С одного геймджема, я бы даже сказал. Где тема была космоса. Я вообще нихуя не понял, что это за игра вообще. На Unreal сделан. Мы рады приветствовать вас на Так. Говорит спасательная капсула корабля Арго. Мне нужна срочная помощь. Это революционный, не имеющий аналогов колонизационный корабль. Этот корабль просто огромен. Наша опытная команда успешно проведет вас через всю галактику к новой Итаке, в ваш новый дом. Я надеюсь, они не против незваных гостей. Спасибо за ваше доверие. Так. Добро пожаловать на Калипсо. Мать твою, что это? Черт! Наш мир совсем Оно поглощает людей, переваривает в эту биомассу ходячих трупов, монстров. Оно злое, опасное, очень умное, и оно монстров. Благодаря этой теме эту игру сравнят с Among Us, игражура. И дети тоже. Оно злое, опасное, очень умное, и оно уже охотится за тобой. Ты как будто описываешь мою бывшую. И умрешь. Медленно, в агонии будешь страдать, а потом Ебать, будешь даже юмор как есть. в компании таких же бедных ублюдков. Тихо шаги раздаются в мгле коридоров. Умные тени отражаются в экранах мониторов. Я должен отсюда выбраться. И ты хочешь просто бросить всех этих людей и сбежать? Ну, таков был план. А что такое, блядь, а почему так? А чё художественный стиль такой разный? Это вообще не нейросеть была, да? Вот это вот. Вперед, что ты не покорен судьбе. Враг космоса, вокруг пустота, никто не поможет тебе. Мы голодны, учим тебя и за тобой идем. Погнали ключом, ты обречен отца твоим мечам. Ошибаешь ты воду. Не, ну если человек тут, например, ну, он один, например, делает. Ну или там, скажем, их 5 человек. А хули нет. Афина, запуск. Старт процесса. Душный дед. Ну, кажись, довольно-таки интересно. Ну-ка. София, здорово. А? А. Welcome. Надо будет демку заценить. Дайте. В библиотеку добавил демку. Надо будет глянуть. Пу-пу-пу. Завязываем с этой фантастикой. Давай-ка спустимся с небес на землю. Что вы еще подготовили? Есть наша суровая действительность. О!
Так. Стой со мной, не улыбайся. Мне нечего тебе сказать. Мы будем громкими, как ночи. Мы будем выше всех преград. Ломка дрожащая. Ё-моё. Ломка, ломка. Типа играешь за наркомана? Или алкоголика? Пистолет. Ну, я сразу вижу, что разработчики типа такие, еба, мы такие прям идейные, вдохновили. Ну, короче, нас вдохновила Disco Elysium. Мы типа такие же. Ну, не знаю, может прикольно. Ну, непонятно. Ну, вроде повседневность, но перемешанная с абсурдными какими-то действиями главного героя. Ручуаська подчеркивание активировал награду за 5000 и написал мир от. Привет, Храческа. Мир вот. Непонятно. Смешанное чувство насчет сестры Рэя. Как будто бы ловлю кринж с одной стороны, но с другой стороны, ну, что-то в этом есть. Но это очевидно, типа симулятор ходьбы по тем или иным каким-то повседневным задачам. Короче, это Sims, но ты управляешь персонажем от первого лица, и ты выбираешь те или иные действия, которые, ну, должны привести к каким-то там моментам таким, профильным, нерофильным, которые также еще негативные какие-то тебе эффекты дают. Ну, допустим, ты сходил на выходных там побухал, утром у тебя там типа, ну, дрожащие руки, всякое такое дерьмо, и к понедельнику ты должен типа с этим справиться. Должен найти деньги на покупку всякого говна. Ну, короче, да, это повседневность. И вот всякие разные эти визуальные эффекты, они будут накладываться, чтобы показать эффект тревоги, эффект давления общественного, там, социального, знаете, типа. Она, видимо, старшая сестра, и она должна приглядывать за младшей сестрой, чтобы она могла дальше учиться в школе и там прочее. Там, короче, дел дохера. Типа, я вижу, как, короче, примерно какая-то игра. Но интересно, на самом деле. Интересно. Музыка стоила больше, чем игра. Наверное. Да, прикольная игра, походу. Сам планирую на выход вкатиться в игру. Там русский язык и не есть. Вчера еще игра и вышла. Вот эта игра вообще хуй пойми, что. Мне, ну,
Мне космические игры вообще пиздец как, ну, неинтересно. Не знаю. А вот это вот за счет того, что типа Dead Space и все такое довольно-таки интересно выглядит. Вот это прикольно, да. Вот эти два. И вот этот вот какой-то прям в контрасте с этими играми прям сильно. Поэтому выглядит очень даже так необычно. Сатурн... Пацаны, алло, вы не... Сатурн вообще хуй пойми тоже. Серьезно. Конец света, 3 дня, должен выяснить, узнать. Ну да, и он прикольный. Не понимаете, вас привлекут за пропаганду. Это социальная драма, это про деструктивное влияние на личность данных вещей, это высказывание. Слушай, давай представим, что мы не на заседании Центробанка. В смысле? Ну, давай не будем вгонять людей в депрессию. Пожалуйста, у нас есть яркое, веселое, детское и это, тошнотворно-радужное. Я так и думал! О, понеслась. О, головоломка. Не, ладно, погодите, это что-то интересное. Это все-таки интересно. А, он. Да, да. Это да. Слушайте, что-то интересное. Ну, типа, сам факт того, что у нас появляется потихоньку легенда о Зельде. Приключения. Бля, ладно. Кто эти люди, блин? Надеюсь, там QR-код появится. Ладно, не появится, но давайте наберем. Хуяси. Это очень... Не, это сильно сейчас было, подождите. Это было сильно. Dream Out. Блин, надо будет поиграть. Так, желаемое. О. Как называлось? Heads and Time. Это прям Heads and Time. Пока что. Ну да, это Heads and Time на минимал. Блин, хитрые говнюки, они походу
Прям сильное ощущение того, что она на мобильные игры, ну, точнее, на Android выходит. Сам масштаб такой напрашивается. Ну, прям бог велел сюда вот этот, как его, пад и кнопки сюда захерачить, и все. Прыжок. Действие. Очевидно, на телефон выйдет. Да, да. Ну, прям считалось. Не, ну не сказать, что полное говно, но нормально, типа, просто аркада. Типа, Heads in Time на минималках. Ну, прям сильно на минималках. Скука. Геймпанк. Идем со мной, если хочешь жить. Дайте-ка я угадаю, это... Сейчас. Это стример делал эту игру. Мне даже... У меня была одна его игра. Так. Он бесплатно, типа, раздавался, насколько я помню. Так. Как эта игра называется? Дуэлянт. Геймпанк Studios. А, не, другой. Другой. Показалось. Прям сильно показалось. Как-то игра называлась? Что-то там Фоз. 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 Так. Блин. Он такой, типа, тоже сидит на стриме, делает игры. А как выйти отсюда? Tell some story Foz, да. Демку играл. Камелот ТДМ называется. Ну вот. Это такая сюжетно ориентированная игра. Которые оплакивают невинные души, спасая их. Другие считают, так природа пытается очиститься, смыть с себя грязь, которая Да, блин, можно не тормозить, пожалуйста?
Еще что-то качаю или что? Да нет же. Сеттах обновился. Ну ладно. Не суть. Не показать, к сожалению. Ой-ой, ой-ой. Какой же трэш. Но справедливости ради могу сказать, что я видел игры и намного хуже, чем это по качеству на PlayStation 4, к примеру. А, тут такая игра. Ну ладно, короче, я начинаю улавливать прикол. Это что такое? Мать моя. Конечно, тупая херня вот эта вот с нейросетевыми картинками. О, Киберпанк, Киану Ривз. Понравилось так? Да фиг с ним, бабло, тема в тренде. Как поднять бабла? Пожалуйста. Мы привыкли быть бесполезными и Так. питаться объедками великих. Так. Мы забыли, что Африка — родина человечества. А. Но мы дадим. Людям пора показать миру, что с нами Африка. стоит считаться. Скоро из пламени восстанет новая Африка. Мы творим свою справедливость. Нет, мирняк бить мы никому не... Погодите. Я правильно понимаю, что это игра, где мы будем заниматься тем, что будем стрелять чисто по жителям Африки? XCOM, где мы отстреливаем жопы африканцам. Африканским террористам. Это уж совсем беспредел. То есть... От винта! Добро, оно с кулаками должно быть, иначе никак. Блин, бедного Джамала. Бедного Кертиса только что убили. Каждый должен делать свою работу. Давай. Блин, это угарная херня, боже мой. Чё за дерьмо? Не, ну типа... Не, ну это прикольно, но... Это надо поиграть на стриме, это точно. Особенно после победы Трампа, я думаю, вполне легально такое играть. Не есть все, кроме здравого смысла. Ну когда мы начнем... Симба его зовут! Симба. Спасать, а? А почему не этот, как его? Ж-12, или как там его звали? Из Call of Duty. Это будет полный армагеддец. Друзья мои, на вас Опять нерестетевая картинка, блин. вся надежда. Спарта. Работаем, мужики. Нормально. Это вы к чему? Это просто наемники в Африке. Причем тут бабло? Ну как можно взять деньги Ну и как? поставить потенциально интересный продукт? А вы что? Показывай Киберпанк, твою мать.
Что стряслось? Наш камикадзе пошел грифа искать в лесозавод. Твою ведь их мать, уже и вместо охраны роботы. Надо ему жопу прикрыть. Ненавижу вас! Он наш товарищ, и без него я не вернусь. Затвор заклинило! Ты пойдешь за ним. Ты его друг. Ага, планирование боя. Ничего нового. А, подожди, или... Не. Камикадзе. Ну, Куда пошаговая, типа... а-ля комикс. В этих трущобах легко затеряться. В этих трущобах. Надо спасать его. Чё, блядь? Синхронная пошаговая тактика. А, синхро написано. Я подумал, синехро. Ну, типа это Е. Bright future. Яркое будущее. Значит, они доверили руководство Авроры тебе. Надеюсь, ты оправдаешь доверие. Не их, а мое. Я присмотрю за тобой. Блин, надо было сделать его жопу более выраженной, а то она Смотрю какая-то плоская. Плохой. Тобой. Злой персонаж, видимо. Люди с такими жопами злыми становятся. Злодей, в общем. Была бы у него нормальная жопа, может быть. И мотивация хорошая была бы у него, наверное. А не просто злодей-злодей. Это я так шучу, конечно. Может быть, он и имеет хорошую мотивацию. Ну, красиво. Ну, это как, ну, я подозреваю, это игра, сделанная на теме того, что... Ну, по интернету очень много... Ну, есть пласт... Вообще есть целая комьюнити игроков, которые на кастомной карте Counter-Strike баню хопят и прям типа, ну, там всякое разное летает, прыгает. Ну, как здесь вот. Есть особый пласт китайцев, которые на этом типа вообще жестко этого тоже фанатеют с этой темы. Так что как будто бы прям игра такая, возможно, западет в сердечко китайской аудитории. Прикольно. Cybermatrix. Вау. Тим. Игра, созданная одним человеком. Окей, уважаю. Это мощно. У меня зажигалка кончилась. Сижу с одной зажигалки, искру с другой газ даю. Прикольно. Бля, какая же это все суета. Блять. Ну да, прям. Ты бы знал, как часто я слышал о том, что, ну, вот всяких, ну, типа геймджемах, когда я участвую, все всегда почему-то говорят, типа, топ-даун. Почему-то все новички хотят делать топ-даун. Хуй знает.
Крылья какие-то ебаные. Это выглядело жалко. Блин, нахуя это вставлять вообще? Типа может случиться так, что вы стреляете, уснете во время игры и вдруг вспомните, что надо стрелять. Такой, тыш. Зато дорого. Ну, не сказал бы, что дорого. Не знаю. Ну да. Гименот Digital. Мрачная середина 21 века. Корпорации почти поглотили государство. Идет тайная война за власть над миром. Человечество погрузилось в хаос. И близок к полному контролю. Ты смотритель шпионского чего-то там. Шпионскую организацию, видимо. Да. Исследуй. Выполняй задания. Сражайся. Кинолог, повстанец, подрывница, медведь. Так, погодите. Так это Darkest Dungeon чистой воды, но... Но ничего, в принципе, это Darkest Dungeon. Да, это Darkest Dungeon. Блин, как он рацию держит. Не, ну вообще, думаю, прикольная игра, наверное. Ну, то есть, контраст, типа, сеттингов какой, типа, Darkest Dungeon. Может, интересная совершенно игра. Так, ну, Dream Out, тут прям окей. Ну, Спарта, я не знаю. Ну, это такая... Это игра для скуфов, прям чисто, просто мега скучная игра. Ну, не скучно, а вот прям реально для скуфов, нахуй, я хуй знает. Мега... Вот просто вот покажи эту игру чуваку, который танки ебашит, он, ну, у него, наверное, привстанет немного. Synchro Bright Future... Ну, типа, блин, как-то акцентировать момент, что это прям комикс-комикс. Тогда вообще зашибись будет. Ну, он и так, наверное, но тем не менее. Любопытно. Dream Out, Synchro Bright Future, Cyber Matrix. Ну, Дуэлянт это вообще какая-то типа... Не люблю такие игры. Ну и все. Ну, Twilight Wars как будто бы тоже можно заценить. А так вот Dream Out, Synchro Bright Future и Cyber Matrix, да, любопытно.
Короче, в чем беда данной игры, вот Rabbitman Adventures, она вот именно что ни рыба, ни мясо как будто бы будет. В плане того, что да, аркадная игра, все такое. На самом деле таких игр даже как будто бы мало, но зная моих детей, их надолго не хватит вообще. Ну, то есть мало кто пройдет эту игру до конца вообще в целом. Они просто возьмут и снесут нахуй эту игру, если это на телефоне. Ну, буквально через, ну, максимум час. Может быть. Ну, вот интересно, там какая музыка, там прочее. Если музыка прям такая там залипательная, то да. Тут важна прям атмосфера вся эта. Вот Hat in Time чем цепляла, она прям такая веселая, с юмором и все такое. Но я все-таки не смог ее до конца поиграть. В силу того, что вокруг полно игр других. И на стриме проходить типа Hat in Time еще 5-4 стрима, это вообще мне что-то не улыбалось ее прям стримить. А так я ее, по-моему, 2 стрима стримил или 1. Такая. Ну, вот Киберматрикс прям весело выглядит. Все будут сравнивать ее с этим, как его, Киберниндзя, или как он там назывался. Кибербегун. Ну, вы поняли, о чем я. Киберматрикс по мне срань полная, вообще не моя. Но любопытно. Ему бы еще ускорить. Как будто скорости местами не хватает сильно. Анимацию тоже типа ускорить. Довольно веселая игра. Я думаю, сейчас люди, которые вот играют в White Neon, прямо эту игру сразу желаемое добавили. Киберраннер, или как он там назывался, тоже добавят. Ну и также вот эти вот самые люди, которые любят кастомную карту из Counter-Strike. Да. На DD лайк посмотрел бы, если геймплей будет норм, и на тактику 2D-шную. Угу. А где Киану Ривз? А кому нафиг нужен киберпанк без Киану Ривза? Просто DD лайк сделать это изи и интересно. Сделать надо еще и смочь. Ну да. Я вот просто что там пытался увидеть, когда паузу ставил. Типа карту, мини-карту. Типа карта комнат. В какой комнате они находятся или что-то в этом роде. Но его не было, значит, там как-то все иначе. Это можно отдельную кнопку, она выводится. Кто это будет покупать? Наши люди. Наши люди любят нашу классику. Ты видел вообще, какой популярностью пользуются экранизации наших сказок? Ёлки-палки. Блин, вот это вот, кстати, прям заставляет меня сильно задуматься на тему вообще, в принципе. Я думаю, все так... Ну, вообще, получается, все так делают. У меня, ну, игра прям... Айдентика... Айдентики нет. Тот же и рад лайк, но так себе, как по мне. Айдентики нет. Надо прям сделать такую тему какую-то. Какая идентика игры делала? Ну, идентика имеется в виду в плане национальной, что ли? А то все... Вот у всех она прям такая, типа, международная, типа, так сказать.
уже похожее на что-то американское, что-то европейское, но не на что-то конкретно, скажем, русское, или не на что-то, скажем, конкретно, ну, такое уникальное по типу якутское, скажем. Ну, в тех играх я вообще не надеюсь что-то такое видеть, но вообще вот имею в виду вот это. Дома какие-нибудь такие сделать, блядь. Избы. Бля. Надо что-то такое ебануть, да. А то те амбары, бля, амишевские. Да понятно, то понятно, но это же... Ну вот эти дома можно вообще, в принципе, ну вот это. Прям. Типа... Насмотренность какая-то у меня нужна, вот это вот. Что-нибудь такое, не знаю. И как они в тренд залетают. Ну чё, я тебе устрою сейчас сказочку. Какую? Утро стрелецкой казни. Ну, блин, рискнуть как-то хочется сделать нечто такое, понимаешь? Вон Вуконг вышел, ни хера непонятно, что происходит, никому кроме китайцев. Ну, не сказал бы. Там в самой игре это все нормально, достоверно объясняется. Мне было понятно лишь за счет того, что я, к примеру, сериал смотрел «Путешествие на Запад». Вот, как раз про этого короля обезьян. Ну, блин. Но тем не менее, она-то этим и не то чтобы выстрелила, да, именно этим, а ну, она как-то сильно отличалась. Она же ебать красивая. Эпичная, пиздец. И сериал такой же был эпичный. То есть там миф прям взят как будто бы прям ну, максимально достоверно с оригинальным источником. Что, как оно было и так далее, практически. Ну, не сказал бы. Ну, ты-то играл? Я уверен, что ты не играл. Я вот прям с уверенностью ничего не могу сказать, потому что сам-то не играл, но хочется безумно. Смотрел. Надо заценить. Ну вот надо как такую штуку прям новый дизайн делать. Не именно так, чтобы это. Ну а так, типа, имею в виду новый дизайн, вот именно в плане этом. Где все читали, рассматривали. Я понял. Это не сказка. Для тебя это будет суровая реальность. Пошли! Ну вот что такого? Дать народу именно то, что он хочет. Ну вот про богатыря игру, например, сделать. Ну такого нашего, классного. Блять, и вот как раз. Вот я говорю. И вот они такие, окей. Всем там раздает. Или про государя, который решает, ну, государевы, ну, наши проблемы. Или, наконец, да даже про умертвие. Но про наше, про славянское. Так все это есть. Только ты можешь противостоять проклятию. Тайны прошлого открывают путь.
Помнишь, какими были наши земли перед войной? Плодородные и процветающие, наполненные радостью и надеждой. А теперь... Нормально. Теперь они превратились в мрачные руины, в гнездо зла и погибели. О, теперь он болт. Обрети силу волка. Бу-бу. О. Бля. Что это? Ты обратился в волколака? Короче, надеюсь, у этих ребят будет все хорошо, и они наймут нормальных художников, блядь. Ну, в плане анимации, блядь, там, как этот козел ходил, это пиздец, конечно. А так выглядит в целом-то довольно-таки неплохо. И как зомби там ходил, вот тут слева. Ходьба тут, конечно, пиздец. Ну, разве что у главного героя, типа, норм. Привет, енот. Здорово. Волколак. Воля богов. Садись-ка, послушай быль старинную. Блять. Те далекие Так. времена, что были до нас, повесть о князе слышна была. Князь наш Прикольно. был молод и удал силой богатырской и духом неукротимым. Наказ достался от... Блять, вот об этом я говорю, нахуй. Что-нибудь такое. Ебануть, вот реально. деда. Земли свои расширить, да и укрепить. Ну, в плане идентики. Воля дедовская, сердце княжеское зажигала. Мечту о Ну, землях... красиво сделано вообще. Ходьба такая балдежная, такие ход, ебать. великих, непокоренных и о силе. Ебанул что-то такое. Садись, ну что, где-то 5 табла не выпил. Несокрушимой. То были страшные времена. Лешими да упырями мир был полон. На своем пути князь всеми силами пытался наказ исполнить. Возводил много деревень и городов. Ой, а какие избы да бани строил, всем было любо. Да города эти нелюди всякой жить мешали. Как только ночь наступала, она выходила со своих лесов и зарилась на города. А все потому, что князь наш заходил на такие земли, куда боялся идти даже самый крепкий богатырь. В лесах, где водились страшные звери. В темные пещеры и топкие болота, да много чего еще. Одним словом, великое дело дело. Погоди, а почему на него не нападают? В этом ему подсобила сила былинная. Князь идолам поклонялся, дары подносил, а они ему помогали по-всякому. Один страшный был, людей ел, но взамен силой нечеловеческой ударивал. Другой добрый был, просил только зерна горсть, зато давал лесу расти. Много их еще было, всех и уже не вспомнить. А дружина какая у него была, ой, один богатырь лучше другого. Со всех земель лучшие копья да луки собирали. Это что-то типа ты Crown Kingdom или как она как играла? Вот не помню. Ну, это выразительная прям игра такая. Конкретно дает тебе понять, что к чему и так далее. Прям. Не, ну мне прям нравится. А то, что вот ты описываешь, я, ну, прям сложно представить, о какой конкретной игре ты говоришь. Вообще не помню ничего такого. Не помню. Для них, чтоб на нелюдя идти. Были у князя на веки веков. Не, ну это охуенно. Это я добавляю. Song of Love. Блин. Некоторые говорят, что дождь — это слезы. Пошли
святой медовухи нужно вспомнить, как ходить. О, тут другой какой-то этот. А, нападают все-таки. Kingdom to Crowns. Так. Это не все, что тебе предстоит узнать. Охуеть. Понял. Да. Вижу. I got you. Kingdom New Lands. Мое королевство провалено. Не, ну... Черт, красиво. Она что, из Японии? Сакура. А он что, из России? Медведь? Он что, из Аляски? Ну, кажется, очень веселая игра. Ну, аддиктивная такая, прям залипаешь в ней, прям нереально, походу. О, мрази ушли. Это по сути Tower Defense Cool Story. Угу. Понял. Ну это интересно. Кажись, прям надо, да. В памяти нашей останется, а дела его в историях поют. Прикольно.
Кстати, а ты знаешь, что такое тризна? Что? А это вроде как это, поминальная трапеза. А ты знаешь, что такое трапеза? Что? Да пофиг. В общем, мы на твоих поминках так повеселимся, так оторвемся, так тебя помянем. Вы еще не все посмотрели. Да что там смотреть? Куда вы меня тащите? Мне страшно. Слушай, страшно, молодежь. Страшно это, когда тебя маньяк, например, в загородный дом привозит и говорит тебе загадки решать. Или смерть. Страшно это, когда тебе гроб на колесиках звонит, а не звонит. Страшно это, когда ты маленький мальчик, а вокруг какие-то монстры. Помогите. Не на что тут смотреть. Это съемка юмористического шоу без камеры. Вперед! Так. Есть билет. «1996, 80 какой. Прикольно. Не, ну нарисовано прикольно. О. Это прям такой, блядь, целый пласт игр, короче, такой есть уже. Видел такие игры. Не знаю, типа игра в игре, и эта игра в игре влияет на игру. Всякими вещами, типа. Ну, типа интересно, да. Типа какой-то, так сказать, новый жанр потихоньку появляется. Еще ни одну такую игру не поиграл. Эта игра пытается убить меня? Так, это вот игра для Roxy Cat, видимо. Нина фильм. Так, тут прям такие крутые ребята, походу, участвуют. Как его? С образованием люди.
Разгляд, видите, такой улыбнулся. Как хотя в магазин сходить? Ну, скажу, ну, как-то просто неудобно. В смысле неудобно? Ну, я стрим, понимаете? Aslında Eydam hayakı Sura'da ne yapar? Kutsalıydı. Хорошо? Вот, молодец. Мамны кытты биге чакады. А? Это такой курс.
Беллер, ты мягкий знак, где он? Вопросительный знак 77? Ахахахаха, и он что, со стрима ушел? Ахахалять, у вас стример ушел со стрима? Просто встал и ушел. Ха-ха-ха-ха, хостел стримит чешо? Ау. Может, он там подавился водой или об угол споткнулся и без сознания валяется. Ахаха, ну ладно, я тогда тоже возьму и уйду и не буду ничего не писать, пока не придет.
Ну что-то. Че, уже человек отписался? Блин. Жалко. Так. Да ебаный стыд. Каждый, сука, раз нажимай случайно сюда. Да, реально отписался. Нормально. Почему никого нет? Прикольно. Я просто хочу домой. Мама раньше рассказывала сказки о волшебном зеркале, о чудесной стране и про рыцарей. Хотел бы оказаться в тех сказках, а потом проснуться. Может быть, это просто сон? Ну да, что-то интересно. Ты ведь недавно в нашем городке. Он кажется таким умиротворенным, да? Но это лишь на первый взгляд. Тут и до тебя было неспокойно. Окей. Но с твоим приездом все стало куда хуже. Ты же слышал, что дети пропадают? А еще этот жуткий цирк приезжает в город. Иногда я смотрю на дом соседей и задаюсь вопросом. Если я спущусь к ним в подвал, что я там обнаружу? Мой робот будто чего-то боится. А они вообще могут бояться? Чем чаще я задаюсь этими вопросами, тем сильнее чувствую, будто кто-то следит за мной. Я рассказал об этом родителям, но они мне не верят. Видимо, придется нам самим искать ответы. Но для начала скажи мне, из-за чего все это происходит? Конча. Дело в тебе или в этом городе? Ой, погоди. Что, страшно? Да нет, это я ж из 90-х сам, а там такие игры великие были, я ж так кайфовал. В это Диабло, когда играл, Duke Nukem, как достать соседа, кстати, прикольная тема была. Это есть у нас. Рандеву с незнакомкой. Этого нету. А это я и не про игры. Пошли.
Ну. Диабло. Да. Он что такое? Тридцать FPS. Да. Огонь, конечно. Странный, блин. Как только он перестает зажимать огонь, атаку огня, огонь сразу моментально исчезает. Вау. Devil Gate. Окей. Название-то, конечно. Так, вот это что такое? Шутер. О, вы из Англии, блядь. Заебал. Притерсен, Xma 5T. Здорово. Недавно начал Hellfire играть мод на D1, действительно жесткий Диабло. Не играл. Надо поиграть оригинальное, ну точнее, оригинальное говорю. Первые части Диабло. Так, следите силами зла. Он что, из Питера? X-Mast же. X-Mast. Да, красный. Creepy Tail Прищ. Как достать сосед? Ну, может быть. Как достать сосед? Не, ну, походу, да, это он и есть, кажись. Как достать соседа, но ты лечишь от одержимости челика, типа. Ну да, ну да. Ну прикольно же.
То есть ты всерьез считаешь, что как достать соседа Ктулху это здравая идея? Вы там что курите вообще? Нормально. Ты еще скажи, что вы сделали этот как кровавый боевик про квадробера или мультиплеер с участием Есть симулятор квадробера. Уже можно поиграть. Даже на стриме. комаров. Что? Иди сюда, блин! Ну... Ну, прикольно. Анимировал, конечно, какой-то крутой чел. Квадробер. Да какого хуя, почему? Ну ладно. Ну ладно. Че, блин? Не, ну прикольно. Просто такие игры уже были, и, ну, как бы, можно считать прям уже, как бы, жанр. Ну, не знаю. Но они никогда не были успешными. Правда, я в тех играх никогда не видел, типа, такой вот темы, как... вот эта вот система рандомного падения каких-то перков. Там перков, по сути, никогда не было. А тут прям все есть. Вот это вот интересно. А он здоровый тут, походу, этот комар. Ты, блядь, глянь, какой он охуеть, какой здоровый. Это же комар-мутант, нахуй. Блядь, я бы ебанулся, увидев такого. Он огромный же, блядь. Капец. Если ты будешь делать такие игры, то ты никогда даже на такую машину не заработаешь. Пентхаус в отеле не снимешь, не кайфанешь по-нормальному. Бизнес-классом на самолете не полетишь, а на рандеву с незнакомкой можешь даже не надеяться. Мне бы это рандеву с незнакомцем пережить. Чё? И чё, говорю, в играх все круче. Я там могу быть правителем целого государства, покорять земли и стать суперзлодеем. Не привлекая внимания санитаров. Пошли, пошли. Дискомалярия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мир — это нечестивое место, и мы всего лишь грешники. И все же я молю Тебя, Господи, защити нас от зла. Что, неправильно прочитал? Порок пожирает остатки святости в этих землях. Или невыразительно читаю? Молю, дай нам сил устоять против тьмы.
И очистить от землю от порчи. А чё, РТС прям реально? Отрышить, пожалуйста. А, я типа из-за того, что рыгнул, ты говоришь? Ну извините, извините. Я хотел до конца уж не акцентировать на это внимание, но, блядь, Арсен решил на этом акцентировать внимание. Видите ли, ему не нравится. Да-да-да. Battle Brother. Because the vermin have inherited the world. Amen. Прикольно. Прикольно, прикольно. Не, выглядит прикольно, вот этот вот дизайн хорош. Новый РТС в стиле Majesty. Никакого уважения к зрителям. Я люблю Majesty. Ну, сейчас я, например, отходил покушать, а тут чел один отписался. А. Я не играл в Majesty, без понятия вообще. Ну, кажется, что-то типа... Ну, короче, ты типа играешь за злодеев против добрых. Геймплейно ты, по сути, играешь Hearthstone, но камера как от JRPG. И плюс это все происходит... Ну, нон-стоп по уровням. Я не знаю. Не понял, срань или нет на вид. Раваги. Synthetic Domain. Хватит сказок, возвращаемся в суровую реальность. Суровую реальность боевых хорроров. Да давай! Lonely Space. Ну, прям Immersive Sim.
Как будто бы этот разработчик, да, встретился с той же проблемой на Unity, что и я, ну вот со шрифтами, но сдался. И не стал, типа, менять стандартные шрифты на что-нибудь другое. Как будто такая тема произошла. Так. Вот это мне нравится. Survival horror. Zero Protocol. Такое ощущение, что Zero Protocol уже был, ну, игра с таким названием. Что смотришь, тебя никто не спасет. Ты серьезно думал, что в 24 году игра под Resident Evil с пиксельной графикой, да еще от первого лица, которая запустится на PlayStation 1, меня удивит? Хоть кого-то удивит? Легко. Залазь в багажник, блин. А? Технология, которой у тебя в голове даже близко нет, и понимания, как все это работает. Давай. Не надо. Залазь полностью. Залазь полностью, блин. Аккуратно, блин. Мимо проезжавший чел на машине, наверное, думает, что это новый Тесак появился в России. Ничего не поломал. С оператором все дела. Это что, пыль на ботинках? И со штативом. А я из Китая не бизнес-классом летел, представь себе. Вся жопа измучена. Откуда они... Зажарычи. Лакримоза. Зажарычи? Что за деревня такая? Ой. Я не понимаю. Блин, он ему дилду засунул, что ли, в жопу. Тебе там больно на твоих костях лежать? Или ты там расслабляешься в последний раз? Не скажу. Ой. Ай. Да делай, что хочешь. Ну, копай. А что? Ну, можешь копать подземелье. Можешь какую-нибудь шахту начать разрабатывать, разработчик, блин. Можешь копать к центру земли, но проще будет, конечно, выкопать могилку. Давай. О, оператор. Точно, интервью. Я простой доставщик.
Спускаюсь в шахту за шахтерами-бурильщиками и ищу ресурсы. Собираю руду. Обеспечиваю ребятам безопасность, чтобы мы все остались целы. Наш процесс не то чтобы очень экологичный, но он работает. Охрана никогда не знает, с какими существами придется иметь дело. Там, в темноте. Бурение, конечно, это дело громкое, но для этого с нами охрана. Мое дело устранять их. Отвратительные твари. А у нас своих забот полно. То булыжник в породе, то холодрыга зверская. Серьезно? С ними шутить нельзя. Мне кажется, начальству плевать, выживем мы или нет. Слышали? Вон, парень не справился с огнем и его сожгло. Наша работа тут делает галактику лучше. Вот наша цель. Так работает технология терраформирования ранее необитаемых планет. В плохом раскладе планета рванет. Честно, иногда мне охота самому так сгореть. Но чем больше у нас минералов, тем лучше наша платформа, и тем выше шансы на успех. Чем больше мы бурим, тем больше они бесятся. Но валить мерзких жуков — это по мне. Так, моя смена. И если вы это смотрите и думаете о работе в Дрилкор, вперед! Ваша планета ждет вас! Долг зовет, джентльмены. Увидимся в шахте. Ладно, пора бурить. Корпорация Дрилкор. Планета за планетой строим галактику будущего. Крутые чуваки. Рогалик. О, медведь! Сыт! Я выживу! Твою мать, я стой! обязательно выживу! Не сегодня. Это наша игра? Ну, якутская. Не? А, нет, другая. Полярис. Какой-то подобный проект, по-моему, делается у нас. Вот что-то интересное прям. Крутое. Не, ну это прям интересно. Полярис. Так. Полярис. Окей. Давай, давай. Погодите. Подожди, блядь, я не понял. Что за хуйня? Погоди. В какой момент начался Полярис и в какой момент Hell the Rainbow вообще? А, не, Полярис нахуй. Погоди. А, ну это.
Не, хотя Поляж прикольно. Так. Ага. Хайль to Rainbow. Нифига себе, у него даже этот есть, демка есть. Лучший... Давай, давай. Подождите, есть еще одна игра. Лучшая из когда-либо созданных. Она вам определенно понравится. Очередная отмазка. Нет, 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 это игра про вас. Мы увековечили вас в игровой индустрии. То есть... Посмотрите на нее. Меня? Да, лучше не будет. Я в игре? Да. Прям я? Ну ладно, последний шаг. Хорошо, самый последний. Так, вот это лопаты. Пожалуйста, только не это! Нет, я так не могу! Раз, и два. Раз, и два. Что за говно? Ой, Машенька. Вот это я понимаю, красная комната. Сядь мне на лицо. Господи, что за цирк творится вокруг? Как дал бы по башке. А, черт, опять все по новой. Машенька, где же ты? Какой красивый серебристый хавал. На нем я отсюда и свалю. Хавал. Это кто тут хозяйничает? Не, ну красиво, ребят, красиво. Разработка дорожает. О, да, Валера, настало твое время. Ух, и достанется же кому-то такая невеста. Как говорится, раздевайся и работай. Виталик не тупой. Виталик тебя найдет. Догони меня, Виталик. Не, ну наконец-то что-то годное. Пацаны обзавидуются. То ж я главный герой в игре. Я прям могу. Я... Ну и правильно. Правильно. Туда его. Приносим извинения за то, что сейчас было. Возвращаемся к демонстрации хороших игр. Шоу об этом, а не о всякой ерунде, которая хайпится на каких-то ноунейм-блогерах. Ну что, искатели приключений, хотите поработать? Дел у нас скопилось немало. Рук на все не хватает. Места у нас интересные. Есть на что посмотреть. Значит, это ваша команда? Люди надежные? Перспективно. Я думаю, у них большое будущее. Дело исключительной важности. Да, наверное, и подраться немного придется. Посмотрим, на что вы годитесь. Едона 2. Система диалогов с навыками. Интересно.
Любопытно. А, у меня ж праздник. Ладно, побегу в припрыжку. Бесят эти маленькие таблички в углу. Боль в боку, хруст в локтях, Пицца Тауэр, да? чешется зад. Свою работу я считаю труподня. Я как в музее, повсюду какие-то Ну ебать, прикольно. трусы. Во мне что-то не то. Отдохну, когда умру по-настоящему. Да не, Геннадий. Опять по телеку какая-то хрень. Любопытно, правильно. Ну, да, есть что-то в этих играх. Правда, я Гедонию не понял. Выглядит как ММО, но... Но я не понимаю. Ну, может, он кооперативный. Но Drake Frontier довольно интересный. Довольно интересный. Стоит посмотреть. Ну и Геннадий это Pizza Tower, по сути. Но мрачный какой-то. Ну, посмотреть надо. Тоже интересно. Гедония хайповая игра, соло разраб первая. На вид простенько, но много механик. Вот она еще. Все, можно заканчивать. На этом наше шоу завершается. Большое спасибо, друзья, что подключились. Проголосовать за лучшие игры вы можете на сайте axbt.games. Увидимся в новых выпусках. Круто. Ну что, Миша, как ощущения? Великолепно. И каждый день тебя сбивает грузовик. Ну а на самом деле у нас планы были несколько другие. Миша такой типа бежит, Интересно, потом интересно. переходит через дорогу, прощальный поцелуйчик, сердечки. И, естественно, люди после этого бегут, ставят лайки, подписываются на канал. Но тут вмешался этот самый грузовик, а я такой, блин, ну классный кадр получился, еще и ботинок отлетел, шикарно. Ну, в общем, Миша у нас исекайнулся, возможно, это даже нашего будущего шоу, нашей игры 2025, если доживем. Ему Ну, а эта теперь шутка по прям поводу того, понравилась. что будет дальше, точнее, в ближайшие дни. Во-первых, в пятницу, то есть это уже будет 8 ноября, мы проведем расширенную презентацию нашей игры 2024, где будем показывать не только эти проекты, но в том числе и другие, которые не вошли в основную программу. Не вошли они, потому что трейлеры или недостаточно презентабельные, или там трейлеров вообще не только кусочек геймплея, или эти игры, ну скажем так, не совсем подходят для основной программы, то есть трейлеры, ну, недостаточно зажигательные, скажем так, но это не означает, что там игры, которые прям какие-то не такие. Нет, возможно, именно в расширенной программе вы найдете те проекты, которые, конечно же, захотите добавить в список желаемого.
И по поводу того, что нужно добавить в список желаемого, конечно, те игры, которые вы только что отсмотрели, идите в Steam, заходите в VK Play, добавляйте в списки желаемого, так вы очень поможете разработчикам. Кроме этого, некоторые из этих проектов уже вышли. только одну Естественно, выбираем. ну или, по крайней мере, в раннем доступе находятся. Можно уже пойти попробовать, по крайней мере, почитать отзывы. Мы, конечно же, старались сделать так, чтобы в наш список попадали игры, которые заслуживают внимания. Ну а теперь по поводу того, как вы можете помочь разработчикам не только добавлением в списки желаемого, не только там покупки какой-нибудь там ранней версии, но в том числе, как им помочь добиться огласки. В конце ноября в Москве пройдет игровое шоу Red Expo. Ну и нам удалось договориться с организаторами. И если вы прямо сейчас пройдете на сайт xbt.games, то там вы увидите голосование. Вы можете проголосовать за любую наиболее понравившуюся вам игру в рамках данной презентации. И 3 победителя получат бесплатные шоу-кейсы на этом массовом, я надеюсь, мероприятии. Но, естественно, есть небольшие ограничения. Потому что там, допустим, первые 3 победителя, потом окажется, опа, а у этих 3 победителей уже есть шоу-кейсы на Red Expo, то есть им такая помощь уже не потребуется. Кроме этого, победителем может стать человек или команда, которая не сможет приехать в Москву. Это тоже нужно учитывать. Так что те ребята, по списку, которые будут вот так вот вниз идти, если команды откажутся от участия, если команды уже присутствуют на Red Expo, то они, в общем-то, пролетают. Останутся те, которые могут, которые хотят, которые приедут, которые поставят свой компьютер на этом стенде и будут показывать всем желающим свои проекты, а мы с ними, конечно же, подойдем, поздороваемся и пофоткаемся. В общем, дорогие друзья, все только начинается. От вашего участия, от вашего желания зависит будущее начинающих молодых команд, которые создают игры. И я надеюсь, что эти игры будут нас радовать и в дальнейшем. Команд огромное количество. Нам подали заявки около 400 студий или энтузиастов. Естественно, прошли жесточайший отбор, но тем не менее нельзя не заметить, какой прогресс совершила наша игровая индустрия за прошедший год. Прошлое шоу «Наши игры». Ну вот, смотрите, ребята, у нас вот такая вот... Так, понял, окей. Это круто, это круто. Сестра Рэй. Так, давай еще раз. Сатурн точно нет. Космическое будущее России. Угроза. Iron Shift. Довольно интересная. Да, Катана Zero, конечно. Так. Escape from Calypso. Вообще хз, что это? Так, Рэй. Dream Out. Так, погоди, вот Dream Out. Dream Out интересный, так, хорошо. Дуэлянт, нахер. Synchro Bright Future. Надо ему жопу прикрыть. Ненавижу вас! Он наш товарищ. Не уверен. Верматрикс, Киберкорп, Twilight Wars. Полкалак, Воля богов. Song of Slav. Садись-ка, послушай быль старинную. Те земли свои расширить, то были страшны. Это интересный, да, такой интересный. Так, получается Song of Slavs и Dream Out, Song of Slavs, Dream Out. Вот это вообще хер знает. Визуально новая какая-то. Is this game trying to kill me? По идее, типа головоломочка чисто какая-то. Интересно. Типа вся вот эта вот тема появилась из той
игры, где ты ходишь вот так вот с геймбоем и... То есть в геймбое ты прыгаешь, и в реале ты прыгаешь, там что-то такое было. Ну, понял. Drown Tale. Не знаю. Ну, выглядит интересно, но не знаю. On Way Home. Музыка, конечно, пиздец. Ты ведь недавно, смотрю на дом соседей, будто кто-то следит. Визуальная новелла. Brutal John. Devil Gate. Brutal John вообще... Квадробер. Москита. Band of Crusaders. В средневековой Европе грехи открывают демонам путь в наш мир, ересь и страх постепенно поглощает. Ну, тут да, прям этот... Вот это вот прикольно сделано. Но в целом пошаговая, да, походу? Remnants of light from this realm. Oh Lord, to protect. Нет, ничего. Us from evil. Так, какие задания? Так, все задания почти... Так, сопровождение торговцев, убийство лидера бандитов. Описание. Так, устраните бывшего городского стражника, который обирает людей в городе, видимо, ухудшая, типа, так сказать, кризис с едой. Сопроводить караван или пиво и всякого такого. Там еще деньги написаны. Evil devours remnants of light from this realm. Для какое качество? Please grant us the strength to resist the darkness. To cleanse this earth of corruption. Grant me the courage to one day join those who risk their lives to save this world. Lord, make me an instrument of your peace, so that one day I too may proudly say I am part of the crusade. Ну да, это интересно. Так.
Не, ну это очень интересно выглядит. Безумно интересно. Greetings, pilot. Welcome to Polaris. Что? А где эта игра? Че, была же друг... Че за говно? Ну ладно. Ну, вполне себе, да, соглашусь с этим. Crusaders, он выглядит, ну, достойно. Достойно выглядит. Есть куда даже улучшать его, в принципе, даже. Ну, модельки имеется в виду. Вот так в основном заебись. Ну, некоторые модельки. Некоторые модельки шедеврально выглядят. Но это не доеба, я так просто говорю. Team shooter. In Polaris, teamwork is crucial. Take to the skies, board air vehicles, and repel powerful invaders to complete missions and earn rewards. While Polaris is best enjoyed with up to 4 players, solo players are also welcome. In Polaris, the free worlds of known space face a coordinated attack by our greatest enemy, the imperial might of the tyrannical regime. As a Skylancer, you and up to 3 team members will deploy to border worlds within known space, waging a guerrilla campaign against the regime assault. In Gunship Assault, your targets will be 1 or more gunship class capital ships, the vanguard of the regime attack. These powerful vessels warp in from the enemy homeworld with the intent of laying waste to civilian infrastructure. Each gunship squadron is accompanied by mobile shield generators, most likely kept on the periphery of the main combat zone. Locate and destroy the shield generators, and the gunships will be briefly exposed. If destroyed, the shield generators will be quickly replaced, so deliver as much damage to the gunships as you can while they're vulnerable. Equipped with grav boots, you'll be capable of waging war on the ground and in the air. Switch back and forth between hover and flight modes as the situation demands. Но, слушай, выглядит забавно, интересно. Чувство свободы во время полета, походу, вообще охуенно. Whether on foot or... Не, это кооперативная игра, 4 человека. Видимо, суть игры такая, то, что ты должен защищать остров от каких-то огромных кораблей, вот этих вот пролетающих. Чтобы их уничтожить, нужно уничтожить их генераторы щита. Потом их самих уничтожать. И так из волны в волну. Не знаю. Or high in the clouds, you'll have a range of weapons at your disposal to equip and swap between. Use them wisely. The regime won't leave their gunships defenseless. You'll encounter waves of enemy air vehicles, which will do everything in their power to hunt you down and leave you in the dirt. Don't give them the satisfaction. Working together to destroy regime assets will earn each team member requisition tokens. Spend these tokens at requisition posts to buy items and equipment, including air vehicles of your own to take command of. You'll only have a finite amount of time to achieve your objectives before your command carrier is needed elsewhere. Furthermore, should you or your squad mates fall in battle and need to be revived, we only have the resources for a finite number of resurrections. Remember, if you fail to achieve your objectives before you run out of time or you run out of lives, you will fail the mission. Once the regime gunships are destroyed, head to the extraction platform and prepare for beam-out back to the command carrier. Achieve your objectives efficiently, and you'll be rewarded accordingly. You have your assignment. You know the stakes involved. Succeed, and you'll bring honor to your people. The fate of the free worlds is in your hands, Skylancer. To battle! Так.
Кооперативный онлайн-РПГ, позволяющий группе до 4 игроков свободно исследовать живой открытый мир. Создать уникальных персонажей, продолжение к РПГ Гидони, которое вышло в 2022 году. Нихера себе. Окей. Исследование. Интересно. Вот Дрейк Фронтир. Космический выстрел. Характер вашего героя. May thy burn because the vermin have inherited the world. Так, Dream Out. Song of Slaves. И... Hail to the Rainbow. Так, посмотрим. Ну, Курсейдеры. Band of Crusaders. Ну, пока вот это вот у меня вот такие вот фавориты. Там даже камера примерно так же расположена. Но просто там она намного безумнее. Там огромные муравьи, всякие инопланетяне и тому прочее. И в конце ты вообще сражаешься с богом. Там, ну, там вообще жизнь полная. Ну, японская игра, в общем. И там также, да, из автоматов стреляешь по мазершипу, там, но там и вооружение, конечно, побезумнее. Так, ну ладно. Блин, вот прям разрываюсь. Dream Out. Так, дай, короче, вот Hail to the Rainbow. Выбери, пожалуй.
И все. Я приветствую вас, друзья. Приветствую вас, друзья. Hi, Daryl. Hi. Hey, how are you? Good. How was your weekend? Good. Nothing too crazy. I was actually in Texas visiting family. Huh? So, yeah, happy to be back. How about you? Did you have a good weekend? Yeah, I did. I was this weekend. I was doing Uber. I was driving Uber this weekend, so I Very had nice. so so I had to. It's a very long story, but the passenger won't. I told him to leave my car, but he won't leave. So I had to. Then we had to call the police and everything. Oh, no. Yeah. Oh, Yeah. how long have you been Ubering for? It was my first day. Oh, It was well, eventful first day. my account is on hold now, even. So I don't know what will happen, but it was okay. Other than that. Okay, good. Good to hear. Well, if you don't mind, just want to jump into the interview. I can start asking you questions. Okay. Yeah. Okay. All right, let's do this. So, first question for you. It says you were team lead at Casper and Casper. Just curious, how many people exactly were you leading? Yeah, I led the whole team, the complete team. Everybody reported to me. So, okay, you were people manager. How many people exactly, though? Just so I have that. The number, there's so many, you lose track. There's so many people. Totally get it. This one reports into this one, and this one reports into this one. I don't even be knowing again because it looks like a pyramid. It's not a pyramid scheme or that company. We don't do pyramid marketing or anything. But my team structure is like a pyramid. So you would say maybe 5 to 10, 10 to 20, 100. Oh, the exact number. It's just that there was a lot of responsibility. So I felt like it was just me. It was just a one-man team. But it's just, I know, but the reason I call it team, because my work was like a team endeavor. Because only me I'm doing data entry, I'm doing this one, it was the whole team. I was doing a whole department's team. So it felt like sometimes I'll be there, I felt like I had multiple personality disorder because I'll be doing this, I'll be doing. So it was a one-man team. Okay, so you didn't necessarily manage anyone, but you were. Погоди. Что он сейчас сказал? Он шизик, что ли? Типа. Он... его спросили, сколько людей... Ну, с какими людьми ты управлял максимум, там, типа, вот ты говоришь о команде. А он что-то говорит, что он один. Doing the work of multiple people, is what I'm hearing. I was managing myself. It's hard to manage. So imagine if I'm managing myself now to do this task, then I have to also manage and tell myself, don't leave this table until you finish this task. That's a big, because I don't be listening. I'm very stubborn. So and then imagine me times 10 because of the 10 different duties. Big management. I have a management skill. Okay, awesome. We'll go ahead and move on from that. Tell me a little bit about your sales experience. My sales, okay. I sold something on Facebook Marketplace. Does that count? I sold my Yes. old bed. We love Он прикалывается? Ну, блин. Facebook Marketplace. So какой у вас опыт в продажах?
А он такой, типа, ну, я в Фейсбуке свою старую кровать продал, это считается? I will count that. It, What was it that? has What to was that count. like? Do you know how many you get like 200 messages and one person will ask you, they won't say anything. The other person will ask you and they'll say they'll come at 10. They won't show up. One person will show up and you agreed on $100. They'll bring 50 and say, take it or leave. It's a big, for me to sell that bed on Facebook Marketplace, I'm impressed though. It's a lot to manage. Very much. So, Okay, awesome. Tell me something I should know about you that maybe is not on your resume. well, if it's not there, then if I didn't put it, then maybe I don't want you to know. you really want me to tell you? Yeah, just maybe to see if you would match personality-wise with the rest of our team. Okay. What is on my Facebook Market? I mean, what is on my resume? That's not on my resume. I want to become like vegetarian. Very nice. Yeah. Love that. Because meat is expensive. Right. Once you cook your rice, your vegetables, your bill is like $7. But as soon as you add roasted beef, shrimp, well, it's not 45. So I'm thinking about being vegan. Love Vegetarian. that. Yeah. That'll save you a lot of money. Okay, very nice. Забавно. I love that. So since this is a sales job, Errol, do you mind if we do a little bit of an exercise? So do I have to stand up or something? You can if you want. For the exercise? You don't have to. It's more of I want to be able to analyze your problem-solving skills a little bit in real time here. No problem. Yeah? Okay, awesome. So this is a fun activity we like to do here. Okay. I would like for you to sell me this pen. Whenever you're ready. That one. This pen right here. Why? It's not right. There's something wrong with it. Is something wrong with the Nothing pen? wrong with it. Nothing wrong with it. Perfectly normal ballpoint pen. But you So I'll already, just time. but you already have the pen. This is true. But maybe I just want to see how convincing you are with sales. So I So should. let's say in theory that I didn't buy this pen and this is at the store or online. How would you convince me to buy this pen? Oh, okay. Are we? Okay. Oh, I see what you're. Sorry, that was my bad. That was probably my bad. Okay, I see what you're doing. Okay, how would I convince you to buy? So do you have pen? Yes, I do. Where's your pen? I actually have it right here. Okay, well, you don't need to buy pen then. You already have one. You have to save money. Do you know, in this economy, you can't be wasting money. You have to save your money. Because me, I don't even buy, I wait till, like, when I look at Блин, прям чувствуется, что он прямо из Африки или типа того, знаешь. В том плане, что какой-то акцент прям чувствуется. paper towel and all these things. I make sure it's down to the last ply before I go out and buy a new one. So you have to be cost effective like that. Okay. I think you convinced me to not buy the pen to save money. So that was interesting, but I appreciate the effort there. Yeah. A couple more questions. How many tennis balls can you fit into a limousine? Into a limousine? Mm-hmm. How many tennis? Why? Are we doing limo job or what? Again, this is just to analyze your problem solving skills a little bit. So if you want to take some time. We're still doing the test. Yes. Oh, okay. Oh, how many balls? I put like one or two now. It's like where, like, you mean how many do we need? So it can be, the number is subjective. You can say any number you want and kind of give your reasoning on why you think that number is. There's really no right answer here.
Oh, okay, okay. So how many balls can fit in a limousine? How many tennis balls? Okay. Yeah. How big are the balls? Have you seen a tennis ball? So the standard tennis ball size. Standard. Yep, standard size. Okay. Standard tennis. I will just put like, so is it like an SUV? Because you know now some I noticed they call SUVs limos. So is it the stretch one? Those ones that are stretched. Let's say hypothetically it's a Hummer limo. Oh, that will collect all the balls now. That will collect all the tennis balls then. Okay. Hummer limo. Hummer. That Блин. guy is not reliable. Have you driven in one before? I have not, unfortunately. Is please, I'm doing interview. Don't be making. I'm interviewing now. So that one is not. That Hummer is not reliable. Let me just tell you now. Yeah. So okay. Don't buy Hummer. But did they even make it? So do you have an answer that you want to give, or maybe we skip to the next question? Yeah, I don't play tennis, honestly. You don't play? Okay. I don't play sports like that. I don't really. Okay, awesome. So how about if you were an animal, what animal would you be? But we're still playing the game. Yes, we're still playing the game. Okay. If I was I will be like a lion or something. Oh wait, no, I don't want to eat meat anymore. So no. I will be like a antelope. Those ones only eat grass, right? Okay. Yeah. Any animal that eats grass and that antelope, lion be chasing, they be hunting them. Is there do you know any animals that eat grass but nobody hunts them? They're just they're hiding, like they don't have a natural predator. I can't say that I do off the top of my head. Because if I become chicken now, people will become a fish. Right. What type of animal? Can I get back to you on this one? I don't know. Yes. To be an animal that eats only grass, but nobody eats them. Absolutely. And we can transition the questions maybe to more corporate, professional, maybe if that's a little more comfortable for you. Yes, please. Okay. That was just, more for fun and just to kind of get a sense of your personality. Да, But типа из Нигерии. let's just say you have two coworkers who are having a dispute. How would you handle it? Two coworkers. What are they disputing over? They could be disputing about maybe disagreeing on a project timeline, perhaps. Someone wants to get it done quicker, and then someone doesn't have as much bandwidth maybe to do it soon. So how would you respond if they were arguing with each other and being very confrontational? So why is that the one that wants to move fast? Why are they in such a hurry? They like to get things done. But does moving fast does not ensure quality? Somebody should tell them. That's true. So yeah, and I don't like anybody who wants. I tell them slow down. No, people are moving too fast for my liking. Slow down. But when people are fighting, I just stay out of the way because that's how you become collateral damage. No, I don't put my head where it doesn't concern me. I just stay in my own corner. Because me, I have work. It's not even like I finished my work for the day. Why will I go and they can let them fight? So these two people you were managing, let's say, you would kind of let them handle it on their own without interfering? Oh, I'm managing them. Sure. Oh, I'm their manager. I'll put them in timeout. They can't fight when I'm their manager. No. Okay. I will give them suspension or something. How many weeks suspension do we have at the company? We actually don't do suspension. So I'll just fire. I'll fire that one that's in a hurry. That because people when their quality of work is probably low, and those are the ones that will be going telling somebody that this person did not work. That one I fire them. Would you give them any chances maybe to explain themselves or sit and have a chat with them, or would you just kind of immediately decide to get rid of them?
Now think about it. I always think I don't do anything in a rush. Unlike them, I take my time, and I'm not very brash. So I will still fire them, but it might take me a week to get around to it because by the time I do all my work and take vacation and all those things, it will take a while. So I will still fire them. Though. Their time are numbered at the company. Okay, got it. I think I got your answer there. How about you tell me about a time that you made a mistake? I don't make mistakes. I don't make mistakes. Even actually, one time, this might not even qualify as a mistake. I thought when I was at Casper and Casper, when I had all those work, 10-man job, when I was leading the team there, I thought I was like, oh, this work is too much. So I asked them to hire an extra person to help me. And then before that person came, I finished the work. So it turned out I didn't even need the help. So it was a mistake. So I finally found out I didn't need help. So that's why I don't rush to judgment. I'm always slow. I take my time. So yeah. Okay. Maybe do you have any other examples that you could provide? Just because I think we really want to know if you are able to come back from a mistake and learn from your mistakes in this environment. Oh, come back from my mistake and learn from my mistake. One time also, I don't be making mistake. Oh, let me be honest. That was the only one that comes to my mind. Okay, a little hard for you. I get that. I get that. I'm a perfectionist. Well, last question, just to wrap it up. Why should we hire you, Daryl? Oh, this is your time. You tell me, why should we hire you? Well, you people posted the job online now. We did. So you're looking for somebody, right? Okay, here I am. You called, I answered. I mean, it doesn't have to get more complicated than that. And also, if you hire me now, you don't have to talk to anybody else. So imagine if you hire me now, done. You see this work, they're giving you, I don't know who assigned you this, they're giving you busy work. If I were you, I'll do yourself a favor. Just hire me. That way, you don't have to interview. You don't have to evaluate. Done. You have your hire. You can go home, rest for the rest of the week. Love the confidence. Привет. Пишем, работаем. Сетапчик нормальный, свет светит. Здорово, да? Я решила зайти на YouTube, когда он закрылся, блядь, сейчас. Уже не